Конечной целью всех наших людских деяний и поступков является получение удовольствия и избежание боли. Все, что мы делаем в этой жизни, чем бы мы ни занимались, какие бы цели ни преследовали, мы делаем по двум причинам. Первое – получить удовольствие, и второе – избежать боль. И если кто-то вам скажет, что хочет страдать, болеть, переживать, не верьте такому человеку. Вам или бессовестно лгут, или, сказавший это, сбежал из психушки. Цель каждого из нас на этой грешной планете Земля, и мы с вами не исключение, удовольствие. И удовольствие не есть роскошь. Это действительно глубокая психологическая потребность каждого человека. И именно эта психологическая потребность в удовольствии движет нами, толкает, побуждает нас на действия и поступки. И удовольствие существует разных форм и окрасок. Кроме общепризнанных, общеизвестных удовольствий, как-то путешествие, секс, принятие пищи, сон. У каждого человека в отдельности есть еще и свои. Для одного может быть большим источником получения удовольствия карьерный рост, продвижение по служебной лестнице, звания, грамоты, медали. Другому важнее семья, семейные отношения, воспитание детей. Если говорить о мужском поле, то иной просто не мыслит себя без рыбалки, охоты. Точно не я. Хотя рыбалку мог бы принять и с удовольствием бы ей занимался, но только на Карибах. Если говорить о женщине, то одна часами может просидеть в косметическом салоне, посплетничать, пока ей делают маникюр, педикюр, и получить состояние, близкое к экстазу. Другой, к примеру, подавая интересную книгу, стихи Ахмадуллиной, Цветаевой, Ахматовой. Список удовольствий бесконечен. Можно полетать на воздушном шаре, прокатиться на лыжах, в дорогом автомобиле, выпить бокал хорошего вина, побывать в музее Сальвадора Дали во Флориде или в Метрополитене в Нью-Йорке. Кстати, похвастаюсь, и там был. Можно понаслаждаться закатом солнца на пляже вместе с любимой женщиной где-нибудь на Карибах. Можно просто съесть мороженое, сводить ребенка в зоопарк, сделать что-то приятное своим престарелым родителям, отправить сына в институт. Все это есть удовольствие. И каждый раз перед тем, как сделать что-то или не сделать, мы мысленно задаем себе вопрос: а принесет ли мне мой поступок, действие, решение больше удовольствия или все же боли? И мысленно же мы себе отвечаем на этот вопрос. И если это первое, то есть удовольствие, мы делаем это. Если второе, боль, мы этого не делаем. Иногда бывают ситуации, когда приходится пройти через боль, чтобы получить удовольствие. К примеру, для многих годы в институте это тяжелый труд. Твои друзья идут в кино, в ресторан, на дискотеку, едут на природу потусоваться, а ты сидишь и зубришь, готовишься к экзаменам. Еще и зачастую до утра, а порой вообще до реальной головной боли доходит. Так что многие подобную ситуацию скорее будут ассоциировать с болью, нежели с удовольствием. Но мы знаем, зачем мы это делаем. Мы знаем, зачем мы проходим через эту боль. Спустя годы по окончании института мы получаем хорошую работу с достойной зарплатой. Можем позаботиться о своей семье, отправить детей в хорошую школу, всевозможные кружки. Сможем позаботиться о своих престарелых родителях и вообще позволить себе достойную жизнь. Все это есть удовольствие. Я бы сказал, в большинстве случаев нам приходится выбирать между болью и удовольствием. Хотя бывают ситуации, когда выбор будет стоять между болью и большей болью. Как известно, из двух болей человек всегда выбирает меньшую. Кстати, человек сделает больше, чтобы избежать боль, чем он сделает для того, чтобы получить удовольствие. Вот, скажем, вы лежите на диване. Нужно встать, взять пульт, включить телевизор. Вы 10 раз подумайте: встать, взять пульт или лежать на диване, лень вставать. Но вот если у вас заболит зуб, вы долго думать не будете, вы сразу побежите к врачу. Вот вам яркий пример. Получить удовольствие мы еще можем подумать, а вот избежать боль думать не будешь. Вот вы пришли сюда, чтобы посмотреть видео. Что вас заставило это сделать?
Какая мотивация? Все просто. Для начала это всего лишь любопытство. Я бы скорее ассоциировал любопытство с удовольствием, нежели с болью. Далее. Будете ли вы смотреть в итоге фильм или нет, все решит, какая у вас будет ассоциация с этим видео. Будете ли вы его ассоциировать с болью или с удовольствием? Скажем, после просмотра первых нескольких минут видео вы говорите себе: полная чушь, скучно, нудно, неинтересно, смотреть нечего, видео не держит, потерянное время. Это есть боль. Как известно, боль человек старается избегать. Вы выключаете видео и занимаетесь чем-то другим. Переходите на другие каналы или занимаетесь другими делами. Вот хороший яркий пример. Представьте себе, вы живете в каком-нибудь провинциальном маленьком городе. У вас хорошо оплачиваемая работа. И вот у вас обеденный перерыв на работе, всего 30 минут времени. Вы выходите на улицу, идете в кафе перекусить. Проходите мимо центрального парка города, и там играет симфонический оркестр. Остановитесь вы, задержитесь ли вы, чтобы послушать музыку, или пройдете мимо? Если вы опаздываете с обеда, вас увольняют, у вас зарплата $3000 в месяц. Ну так что? Остановитесь или пройдете мимо? Опять же, все зависит от того, с чем вы связываете боль и удовольствие. Варианты ответов два. И оба правильные. Оба имеют место быть. Один человек пройдет мимо, второй остановится, чтобы послушать живую музыку. Рассмотрим первый вариант. Человек проходит мимо. Почему? Да потому что боль с потерей работы и с зарплатой в $3000 в месяц в разы превышает удовольствие от музыки. Она спешит закончить с обедом, возвращается на работу вовремя. Рассмотрим второй вариант. Вы останавливаетесь и слушаете музыку, и плевать вам на потерю работы. Один единственный раз в 100 лет приехал в город известный оркестр, ваш любимый. Мечта всей вашей жизни — услышать музыку в исполнении этого оркестра вживую. Вы меломан, фанат, просто тащитесь от симфонической музыки. У вас полная коллекция пластинок, классики, и этого оркестра в частности. Вы остановитесь и наслаждаетесь музыкой, и плевать вам, что у вас всего 30 минут на обед, что вы опаздываете и вас уволят. Боль от потери работы, тоже $3000 в месяц зарплата, для вас ничто по сравнению с удовольствием послушать эту музыку. Удовольствие от музыки в разы превышает боль от потери работы. Единственный в жизни шанс услышать ваш любимый оркестр вживую, который никогда больше не приедет в ваш город. Как мы видим, в данном контексте два разных человека имели разные ассоциации с музыкой. Один ассоциировал музыку с болью, другой с удовольствием. А зачем я вам это все рассказываю? Чтобы идти по жизни. Чтобы продолжать жить, человеку нужны положительные эмоции. Мы все ищем удовлетворение от самих себя, от своих поступков и от окружающего нас мира. Наш мозг в постоянном поиске удовольствий. Так что не теряйте фокус. Не забывайте про удовольствие. Без них жизнь действительно теряет смысл. Поэтому делайте все, что хочется. То, что делает вас счастливыми. Желательно, конечно, то, что не нарушает базовые права и свободы других граждан. Поэтому кушайте мороженое. Занимайтесь сексом. Полетайте на воздушном шаре, если такая возможность предоставится, и вы решите, что это принесет вам удовольствие. Спуститесь по горной речке. Прокатитесь на лыжах. В дорогом автомобиле. Выпейте бокал хорошего вина. Ходите в музей, оперу, картинную галерею. Посидите в косметическом салоне. Прочитайте интересную книгу. Сходите на рыбалку. Полюбуйтесь закатом солнца на море. Сводите ребенка в зоопарк. Сделайте что-то приятное своим престарелым родителям. Отправьте сына в институт. Бросьте все и отправьтесь в путешествие по стране, по миру. Яхтинг в том числе. И прочее, прочее, прочее. Найдите цель, к которой будете стремиться. Наполните жизнь индивидуальным смыслом, найдя эту цель. Как мы видим, у каждого свое определение понятия удовольствия. Продолжайте учиться всю жизнь, узнавайте новое, развивайтесь интеллектуально. Старайтесь не упускать любую возможность получить удовольствие
в чем бы оно для вас не было. Ведь в этом и заключается смысл жизни. И она коротка, имеет свойство заканчиваться. И, кстати, никогда не пользуйтесь советами людей, которые живут не так, как мечтаете жить вы. Чтобы жить и радоваться, надо всего две вещи. Во-первых, жить, во-вторых, радоваться. Судьба судьбой, но выбор всегда за нами. Знаете, говорят, судьба делает человека, но часто бывает и по-другому. Человек делает судьбу. Но вашему покорному слуге, если кто смотрел первые мои видео и знает предысторию, дай Бог, как говорится, добраться до Карибов и осуществить свою мечту – яхтинг. Что ни говори, этот коронавирус смешал все карты и сломал все планы многим из нас. Однако будем надеяться на лучшее. В конце все обязательно должно быть хорошо. Если что-то плохо, значит еще не конец. На этом все. Позволю себе скопировать Михалкова с его бесогоном, где он каждый раз не устает упомянуть Мичмана Криворучка. Уходим по одному. Если что, мы геологи. Всего доброго. Удачи!